Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и главный редактор издания «Нефти Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте. Новости зеленеющей Германии. Угольную генерацию придется сохранить еще на десятилетия, считает глава Эмприон ГМБХ. Германия отказалась от АЭС. Германия активно переходит на ВИЭ, отказывается от газа в угоду зеленому водороду. Если они последовательно реализуют данную стратегию, то почему немцы платят больше всех в мире за электроэнергию и как долго еще будут коптить угольные электростанции неба Германии? Что ж, эта история уходит корнями в глубокое прошлое. Давайте вспомним сначала, почему Германия оказалась без АЭС. Собственно, Германия начала закрывать свои АЭС еще в 2000-х годах. Ну, прежде всего ее напугала ситуация с Чернобыльской АЭС. После этого появились мысли о том, что стоит ли доверять такой опасной энергетике, как атомная. Но долго к этому снаряду не могли подойти практически. Добила фактически немецкую энергетику Фукусима. После Фукусимы была разработана программа о постепенном отказе от АЭС. Их в Германии когда-то было 19 штук, ну и, соответственно, примерно с, по-моему, 2003 года начался их постепенный вывод из эксплуатации, и к прошлому году была закрыта последняя атомная электростанция в Германии. Фактически на данном этапе в Германии атомной энергетики нет, есть еще 3 станции, которые находятся в законсервированном состоянии, но чтобы их запустить, потребуются, во-первых, серьезные деньги, а во-вторых, ну, некая борьба против бюрократии, получение согласований, разрешений, это тоже займет годы. Это что касается атомной энергетики. Германия последовательно загоняла себя в энергетический тупик, был сделан акцент на развитие зеленой энергетики, однако тут выяснилось, что есть две проблемы. Первая, на зеленую энергетику трудно положиться как на стабильный источник энергоснабжения, потому что, во-первых, ветер может дуть, может не дуть, солнце может светить, а еще его могут закрыть облака, поэтому фактически возобновляемая энергетика в виде ветряков и солнечных панелей оказалась, да, действительно, объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников увеличились, но возобновляемая энергия готова была максимум закрывать потребности Германии в моменты, когда требовалось больше энергии, то есть ну, нивелировать какие-то провалы в производстве, ну, как-то вот сглаживать эти провалы. Однако она не может, к сожалению, являться стабильным источником энергопоставок. Из стабильных источников у нас, соответственно, оказались газовые электростанции и, собственно говоря, угольные. Что же касается газа, то Германия последовательно сокращала использование российского газа. Фактически она является таким лидером по борьбе с поставками российского газа. Ну, напомню, что сначала Германия была апологетом российского газа. Вот, собственно говоря, вспомним те газовые магистрали, которые шли в Германию, тот же Северный поток, который строился при активной поддержке и финансировании Германии. Ну, а дальше в угоду США проект был свернут, взорван, закрыт и прекратил работать. То есть фактически сейчас Германия может опираться в основном на СПГ. А что касается СПГ, то в основном источник немецкого потребления СПГ – это США. Ну, таким образом получилось, что Германия оказалась в серьезной зависимости от внешних источников энергоресурсов, причем тогда, когда Германия опиралась на российский газ, поставляемый по трубопроводам. Это было экономически приемлемо, потому что это были долгосрочные контракты, поставки были запланированы и оплачены на годы вперед. Соответственно, суммы, по которыми Германия расплачивалась за российский газ, ну, явно отличались в лучшую для Германии сторону от спотового рынка газа. Сейчас таких возможностей нет. Сейчас Германия строит крайне дорогие терминалы по приему СПГ, и с учетом того,
сколько было потрачено на строительство этих терминалов, а также с учетом цен, по которым приобретаются спотовые партии американского СПГ, ну, как бы с экономической точки зрения это очень и очень затратно. Плюс ко всему Германия серьезно вложилась в избавление от атомной энергетики. Собственно говоря, вся вот эта программа закрытия атомных электростанций обошлась Германии, если я не ошибаюсь, более чем в 7 миллиардов евро. Соответственно, эти затраты, они, естественно, тоже как бы частично финансировались за счет государства, что-то легло на потребителей, ну а сейчас складывается ситуация, что Германия вынуждена закупать энергоресурсы по достаточно дорогим ценам, и, как оказалось, единственное, на что Германия может всерьез рассчитывать, это, ну, собственно говоря, вот эти вот угольные электростанции. Тут, правда, тоже есть проблема. Дело в том, что некоторые электростанции находятся в состоянии достаточно старом и требуют модернизации, а это деньги. Часть электростанций работает, ну, в таком поддерживающем режиме, как резервные, а это тоже деньги. Плюс ко всему, закупка энергоресурсов для производства электроэнергии – это тоже деньги. И германский бюджет уже с трудом справляется с субсидированием и финансированием вот как бы вот этих вот энергозатрат. Значит, германское правительство постаралось возложить эти затраты в том числе на потребителей, то есть в общей сумме, скажем, затрат на энергетику порядка 30% это различные налоги, плата сетям, все остальное это то, что частично субсидируется правительством, ну и, соответственно, ложится на потребителей. И, собственно, больше всего в данном случае пострадала именно промышленность, потому что как бы, ну, основные затраты легли, в принципе, на нее. Ну, промышленность, естественно, отреагировала на это крайне негативно, и более того, многие германские компании рассматривают возможность и уже начали постепенно переезжать в те страны, где энергоресурсы более дешевые. Значит, Германия в лице министра экономики господина Хабика постаралась как-то выйти из этой ситуации и предложила реализацию программы строительства новых газовых мощностей. Вроде мысль интересная, ну, раз как бы с АЭС проблемы, угольные станции коптят, ну и вообще как бы это не экологично, и каменный век, давайте строить новые газовые электростанции. Но для того, чтобы построить необходимый объем энергомощностей на газе, а это порядка 20 гигаватт, потребуется, насколько я помню, 17 миллиардов евро. Другое дело, что эти деньги нужно где-то взять, а это, естественно, будет прежде всего государственный бюджет. Правительство Германии не согласовало Хабику эту программу, ну и, собственно говоря, до тех пор, пока не пройдут выборы, пока не сформируется новая коалиция. Дело в том, что сейчас в германской власти существуют достаточно серьезные проблемы, поскольку нет единства власти, коалиция, созданная из нескольких партий, постоянно скандалит и не может принять каких-то смысложжизненных решений, потому что как бы кто-то за, кто-то против, и единства по многим вопросам нет, в том числе и по развитию вот этих вот газовых мощностей. Поэтому получается, что благодаря своим каким-то действиям не совсем разумным, Германия сама себя загнала в энергетический тупик, из которого выхода ну, практически нет, кроме как действительно закупать достаточно дорогой газ у США для того, чтобы каким-то образом генерить электроэнергию, которая так необходима Германии. С учетом того, что во Франции периодически возникают проблемы с выработкой электроэнергии, которая является экспортером в Германию. А вот не может создаться такого прецедента, что на Германию буквально не хватит энергомощностей? Такое, в принципе, возможно. То есть не то, чтобы там Германия останется без света или как там в Приднестровье начнутся веерные отключения. Да, действительно, сейчас получается, что Германия в немалой степени зависит от своего, ну, в общем, как бы не то чтобы партнера, а местами даже такого конкурента. Ну, собственно, то, что Германия конкурировала с Францией, это было всегда.
И сейчас сложилась такая ситуация, что Германия вынуждена обращаться к своему конкуренту Франции за закупкой электроэнергии. То есть, конечно, Германия без света не останется, то есть закупки электроэнергии будут осуществляться. В конце концов, Германии действительно придется распечатать свои угольные электростанции, опять начать коптить европейское небо, как бы это не было всем неприятно. Но в данном случае прежде всего пострадает не население, прежде всего пострадает промышленность. Ну, собственно говоря, как я уже говорил, она уже страдает и лишается необходимых энергетических мощностей, соответственно, тут вариантов не так много. Либо закрываться, либо переезжать со своим производством туда, где электроэнергия дешевле. Напомню, что, в принципе, весь Евросоюз сократил объемы газопотребления, если я не ошибаюсь, на 15%, что достаточно много. Ну и, собственно, основным сегментом, который сократил это энергопотребление, стала промышленность, потому что население никуда не делось, оно продолжает потреблять газ. Если у человека есть газовый котел и газовая плита, то он в любом случае не перейдет на электроэнергию, потому что это дорого. Он продолжит топиться газом и готовить еду на газе. А вот что касается энергозатратных производств типа стали литейного, там какого-то машиностроения, производства там, стекла, удобрений и так далее, вот эти производства постепенно либо закрываются, либо переезжают в другие страны. И в данном случае, наверное, Германии нужно сказать спасибо США, потому что в том числе благодаря энергетической политике Штатов в Германии стала складываться такая ситуация. Германия повернулась от строительства Северного потока к фактически одобрению его уничтожения и отказу от российского газа. Вот теперь они вынуждены закупать дорогой СПГ в США и лишаться промышленности, которая в том числе благодаря США не только, так сказать, в силу того, что США фактически подсадили Германию на свой газ, но США еще и приняли закон о сокращении инфляции, а этот закон подразумевает инвестиции в зеленые энергосберегающие производства и субсидии для компаний, которые приезжают, ну, перебираются в Штаты для того, чтобы эти производства организовывать там. Поэтому действительно многие компании из Европы, из Германии в частности, начали переезжать со своим производством в США, потому что там их деятельность стимулируется больше и лучше, и энергия там стоит дешевле, чем в родной Германии. Возвращаясь к теме угольной энергетики, сейчас, в принципе, угольные электростанции на 1,5 гигаватта, например, никого особо не удивить. И можно не приводить к примеру, индийские угольные электростанции, которые реально вот чадят, большие выбросы. Есть сверхкритические, есть надкритические угольные электростанции, которые реализуются как на Ближнем Востоке, так и в Китае. Есть ли какие-то шансы у Германии вот перенять опыт? Скорее всего, Германия вряд ли будет перенимать какой-то опыт. Ну, собственно говоря, в Германии запас энергомощностей именно угольных электростанций достаточно обширен. Они лишь требуют какой-то модернизации, приведения в порядок. Там что-то требуется восстановить, что-то вывести из режима холодного запуска и перевести в какой-то горячий режим. То есть строить, наверное, электростанции Германия вряд ли будет. Будет запускать те, которые есть. Ну, а что касается вот этого самого экологического шлейфа, то боюсь, что, наверное, им никуда не деться от того, чтобы ну, не то чтобы поставить крест, но отложить вправо, как сейчас принято говорить, закрытие своих угольных электростанций, потому что фактически больше опереться особо-то и не на что. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефтекапитал». Категорически рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будет ссылка на Геоэнергетика Инфо в Телеграм и реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех просторах без монетизации. Спасибо. До новых встреч.